Приветствую вас на канале Календарио. Меня зовут Аня Лапа, и сегодня у нас второе видео из цикла знакомства с участниками нового шоу на НТВ «Шоу Must Go On». Если кто еще не знает, на НТВ в сентябре стартует новое шоу, принципиально новое оригинальное шоу Must Go On, в котором будет 9 участников. Основной набор был из шоу «Маски», но есть одна представительница другого проекта на НТВ Т-Супер, Диана Анкудинова. Про нее по подсказочке можно видео посмотреть, уже готово. А вторая участница, собственно, Алиса Мон, как представитель шоу «Суперстар. Возвращение», также на НТВ. И хочу позволить себе уделить пару минут для объяснения. Эти видео задуманы именно с целью ознакомления с участниками конкретно этого шоу. Я не берусь досконально рассказывать какие-то биографические факты и что-то еще в этом роде. Моей целью изначально было, я поняла, что практически все участники мне знакомы из предстоящего шоу по шоу «Маска». И только вот, допустим, эти две девушки, Диана и Алиса, мне были незнакомы. Я не была знакома с их творчеством, и мне показалось, что немножко будет несправедливо с моей стороны приступать к обзорам будущего шоу, которое вот-вот выйдет, не оценив по достоинству, не ознакомившись со всеми конкурсантами. И я прекрасно понимаю, что я не одна такая, нас много, и дабы избежать в дальнейшем вопросов о том, а кто это такой, откуда они вообще взялись, я решила подготовить эти ознакомительные видео по отдельности про Диану и про Алису, и в дальнейшем еще, может быть, 1-2 видео про всех остальных участников, которые имели отношение к шоу «Маска». Так вот, немножко также еще поменяю формат знакомства с Алисой. Дело в том, что у нее, конечно, был большой промежуток в творчестве, но я хочу рассказать, как я вообще познакомилась с Алисой Мон. Скажу, что мне 27 лет, но я не знала, кто такая Алиса Мон до определенного момента. Я не знаю, должно быть мне за это стыдно или нет, но так произошло, что эта артистка осталась как-то в стороне, видимо, от моих музыкальных интересов, моих предпочтений. Возможно, ее перерыв в творчестве был слишком долгий. И тот период, когда я уже начала интересоваться музыкой, как-то ее уже не было видно, не было слышно. Но попрошу на меня не обижаться, я сейчас расскажу одну очень интересную историю. Когда я готовила видео на шоу «Маска». Одни из первых буквально моих видео, когда у меня еще не было ни одного подписчика, никаких комментариев и просмотров, буквально первое или второе шоу, и один из первых комментариев мне написали, что «Розовая пантера» — это Алиса Мон. Я как-то рассказывала уже эту историю вкратце. И я тогда была настолько рада, во-первых, что у меня пошли просмотры, и кто-то вообще написал мне комментарий, высказал свое предположение. Я поняла, что мне обязательно нужно выяснить, кто такая Алиса Мон, и может ли она быть в «Розовой пантере». И обязательно всем нужно рассказать, что появилось вот такое предположение. Чтобы вы понимали, насколько я была незнакома с Алисой Мон, я несколько сайтов открыла, чтобы понять фотографии Алисы Мон, как она сейчас выглядит на самом деле. Когда сложила несколько фотографий, поняла, что да, вот это ее образ, чтобы ни в коем случае не ошибиться и какую-нибудь вообще левую фотку не вставить. То есть совершенно я не знала, кто это, как она выглядит и как она поет, и что она поет. Полный ноль. И вот тогда состоялось буквально, то есть в прошлом году в этом году, в феврале этого года состоялось мое первое знакомство с Алисой Мон. Алиса Мон — это ее, сейчас уже можно сказать, имя по паспорту, но при рождении ей было дано имя Светлана Владимировна Безух. На данный момент ей 57 лет. И вот тогда, когда я узнала, в принципе, существование Алисы Мон, дальше как-то эта тема немножко замялась, какой-то поддержки в этой версии особо не было замечено, и если кто вдруг не знает, в «Розовой пантере» оказалась Ольга Бузова, никакая не Алиса, и как-то это все, подзатухла эта версия, и я так про нее и забыла, собственно. Но теперь, когда я узнала, что в новом шоу Must Go On будет принимать участие также Алиса Мон, и что она принимала участие в проекте «Суперстар. Возвращение», которое сейчас, я уже понимаю, к сожалению, тогда тоже прошло мимо меня, я бы, наверное, сейчас бы с удовольствием посмотрела, и когда будет, опять же, в этом году новый сезон, который нам тоже уже обещали, я обязательно его посмотрю. Но тогда не посмотрела. И я решила, что нужно вообще понять, что поет Алиса, как она поет, чем она известна, почему у нее так много поклонников, почему ее назвали суперстар, собственно, тех лет, тех времен, которые приходились на мое детство.
И я залезла немножко дальше, я залезла в группу ВКонтакте, посвященную Алисе Мон. Ссылка на эту группу в описании, как и все остальное. Все, на что я опираюсь, рассказывая в свои видео, будь то какие-то статьи, интервью, группы, видео, все ссылки я оставляю в описании, поэтому все полные версии можете там глянуть, посмотреть. Кстати, сейчас, думаю, самое время пустить бегущую строку, которую я очень сильно полюбила, потому что она облегчает мне задачу. И в этой бегущей строке основные вехи творческой деятельности Алисы Мон будут написаны. Я это все взяла также из группы, посвященной Алисе Мон. Так вот, я захожу и вижу, что описание в этой группе, что Алиса Мон – это исполнительница хита «Подорожник трава». И тут, знаете, в моей голове сразу возникает эта песня. Подорожник трава, на душе тревога, может, вовсе у нас. Я не знаю, откуда я ее знаю. Вот что под собой подразумевает вот это выражение «хит на все времена». Когда ты никогда не слушал эту песню целенаправленно, когда ты не знаешь, кто ее исполняет, когда вообще песня появилась на свет задолго до твоего рождения, но ты откуда-то знаешь все эти слова. И как только ты видишь только название, только каких-то 2 слова, ты сразу вспоминаешь, в твоей голове возникает эта песня. Вот что, чем являлась песня «Подорожник трава» для Алисы Мон. И хочу вам показать первое, может быть, одно из первых выступлений на публике Алисы с этой песней. На песне года 87 года. Или 88-го, вот очень далеких этих самых годов, пожалуйста, молодая Алиса Мон с исполнением песни «Подорожник трава». Подорожник трава, на душе тревога, может, вовсе нас не было любви. От тебя до меня долгая дорога, от меня до тебя. Только позови. И тут картинка в голове моей сложилась. Я поняла, кто такая Алиса Мон, я поняла, чем она была известна. И дальше, конечно же, опять же, я прочитала, что вторая волна популярности Алисы Мон была в 1997 году, и тогда уже она исполнила свой второй хит «Алмаз», который, в принципе, известен и сейчас, его перепевают и сейчас. Я не знала, что это исполняла Алиса Мон, но песня, безусловно, мне была известна. И тоже хочу, чтобы вы посмотрели, как пела эту песню Алиса в молодости и, ну, чуть-чуть, скажем так, позже, совсем недавно. Я уже не верила, не надеялась, не гадала на любовь, но что-то ветром с берега мне навеяло, и моя взыграла кровь, за что не знаю. Опять страдаю, опять мечтаю о тебе, за что мне это? Я жду ответа, как лучик света, ты в моей судьбе, алмаз. Эти бесценных глаз, как музыка в стиле джаз, в них столько страсти и огня. Также я поняла, что к, в принципе, популярным песням можно отнести песню Алисы «Обещаю». Безусловно, она уже не была такой, как «Подорожник трава» или «Алмаз», но в целом одним из хитов Алисы также является песня «Обещаю». Все прекрасно понимаю, согласиться не могу. Я обиды все прощаю, зла не буду вспоминать. Даже если повстречаю, обещаю не узнать. Вот, собственно, чем известна Алиса Мон всей стране, особенно рожденным в СССР. И что еще хотелось бы сказать, когда я зашла на Википедию почитать, в общем, об Алисе, я вдруг для себя открыла, что Алиса родилась в городе Слюдянка Иркутской области. Я родилась в городе Ангарск Иркутской области, это все очень близко, и Алиса какое-то время, какой-то период своей жизни работала в городе Ангарск в Доме культуры и провела там какое-то время, несколько лет. И вы знаете, вот это ощущение, когда ты
как будто где-то в другом месте встречаешь вдруг своего земляка, и тебе кажется, что он становится тебе очень сильно близким и родным. Я не знаю, что это за эффект такой. Я думаю, многим он знаком, когда ты живешь в том месте, где ты родился, и каждый день сталкиваешься, собственно, естественно, со своими земляками, тебя это вообще не колышет. Но как только вы встречаетесь где-то в других местах, вы начинаете судорожно нажимать на клаксон, когда видите машину с регионом, собственно, того номер с тем регионом, где вы родились, и вам кажется, что это что-то такое сверхъестественное. Вот когда я это узнала об Алисе, я чем-то таким родственным, если можно так сказать, это преувеличение, конечно, чем-то к ней прониклась и подумала, а я ведь еще собиралась за Алису не болеть. Ну, то есть, как я для себя, конечно, выделила фаворитов в новом шоу, я говорила, что Юля Паршута, моя любимая исполнительница, и я думала, что же я буду делать, я же собралась как-то оценивать всех, ну, то есть какие-то оценки нужно будет давать, и я как-то для себя решила, что есть некоторые исполнители, которые, ну, наверное, за которых я буду болеть меньше. Среди них была Алиса, а теперь это вообще-то моя землячка, так что мне теперь делать? Нас теперь трое, Сергей Зверев, я и Алиса Мон. Это, конечно, безусловно, шутка. Закончилась уже «Бегущая строка». В какой-то период времени ее карьера, конечно, пошла на спад, и вот после исполнения вот этих хитов она вернулась, как я уже сказала, в Иркутскую область. Дальше у нее была помощь со стороны, и снова она оказалась в Москве и пыталась как-то возродить свою карьеру. Но я считаю, я думаю, все со мной согласятся, я не ошибусь, если скажу, что в современное время, вот в эти года, по-настоящему возрождением карьеры Алисы Мон стало как раз участие в шоу, о котором я уже говорила, «Суперстар. Возвращение». В 2020 году этот проект был на НТВ. Алиса не победила в этом проекте, но я читала комментарии под ее выступлениями, и многие говорили, что победитель незаслуженный. Как я поняла, это был Богдан Титомир, и что, в общем-то, Алиса как раз тот человек, который должен победить, и выступления у нее, собственно, были шикарные. И, конечно, я пересмотрела все ее выступления на этом проекте и еще раз убедилась, что это было круто. Я не скажу, конечно, что это было живое выступление, потому что, давайте будем честными, нет живых выступлений в шоу «Маска» и в шоу «Суперстар. Возвращение». Я предполагаю, что тоже не было. По крайней мере, мне вот показалось, что это не живые выступления. Неважно, собственно, как стояла, держалась на сцене Алиса в свои года, в 56 лет, как она выглядела, как она звучала, как это все было органично, я, если честно, удивилась. И вот комментарии «дай бог так каждому в 56», сейчас ей уже 57, это, конечно, полное отражение тоже моего впечатления от ее выступления. Я сейчас хочу вас ознакомить с некоторыми наиболее понравившимися мне выступлениями Алисы Мон на шоу «Суперстар», чтобы вы, как и я теперь, тоже понимали, чего, собственно, от нее ждать в проекте «Шоу Must Go On». Пожалуйста, посмотрите. А я уже не верила, не надеялась, не гадала на любовь, но что-то ветром с берега мне навеяло, и моя взыграла кровь. Строчки любви не сложит, зачем медленный дождь мне в слезы?
Опять же, друзья мои, если кому не хватает этих отрывочков, я все понимаю, я была бы рада выложить хоть все выступления целиком, но есть такое понятие, как авторские права, и НТВ очень ревностно к этому относится. И спасибо еще раз одному комментатору, который меня поддержал и сказал, что у меня, оказывается, аналитический канал, а не музыкальный, и поэтому я чуть-чуть подуспокоилась. Если хотите посмотреть полную версию, напоминаю, в ссылках оставляю все, в описании оставляю все ссылки на видео, которые я использую. Нажали, посмотрели все целиком, насладились. Я лишь для того, чтобы помочь вам укоротить этот способ ознакомления с артистами. Вот такая вот Алиса Мон, вот что из себя она представляет. И теперь, конечно, после того, как я более подробно познакомилась с Дианой Анкудиновой, более подробно познакомилась с Алисой Мон, я вообще теперь не знаю, как я буду оценивать, собственно, остальных участников, потому что всех остальных, касаемых маски, я вообще люблю просто безумно. И теперь для меня это наисильнейший состав, самый сильный. Не знаю, что будет. Попробую, конечно, быть объективной и оценивать по выступлениям, наверное, по выбранным песням. И, не знаю. Надеюсь, что это у нас получится. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Скоро, уже совсем скоро, 4 сентября будет шоу «Фактор страха» на НТВ, которое я вам обещала вместе смотреть, и будем делать обзоры. Сдержу обязательно свое обещание. И также в сентябре будем делать обзоры на шоу «Must Go On». Спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки. Обязательно пишите комментарии, знали ли вы Алису Мон, или я вот такая вот одна. А это была Аня Лапа и мой канал Календариум. Пока-пока.